Всем привет, меня зовут Веруша. В этом видео я буду говорить про женщин, с которыми нельзя связываться. Распознать такую женщину, которая доставит очень много неприятностей в жизни мужчины, бывает непросто. Самая безукоризненная и благородная красавица, на первый взгляд, может конкретно испортить жизнь мужчины и превратиться в маленького монстра. Поняв, что перед тобой одна из списка, поскорее сматывай удочки. Как говорил Ницше, очарование женщины может исчезнуть, если ее рассмотреть вблизи. Кто-то пошутил и сказал, кажется, мужики в Европе раскусили женщин и теперь женятся друг на друге. Это шутка, я такое не поддерживаю. Я за мужчин, но пошутить захотелось. Любой психолог скажет, что перевоспитать человека невозможно. Нельзя перевоспитать человека так же, как нельзя вычистить платье, до которого никогда не дотрагивалась щетка. Салтыков-Щедрин. Мужчины редко хотят кого-то перевоспитывать из своих близких. А вот женщины часто этим злоупотребляют, и очень любят они воспитывать своих супругов. Сейчас возьмем и слепим, будет то, что нужно. Но никакой человек никогда не поменяется, если он сам этого не захочет. И вообще людям очень сложно меняться, особенно с возрастом. Поэтому очень многие любят фразу «принимать нужно таким, какой есть». И в этом есть правда. Мужчины при прочих равных больше готовы подстраиваться, а вот женщины нет. Поэтому надо понимать, что женщина не изменится и отталкиваться от того, что вы видите прямо сейчас. Женщину невозможно перевоспитать. Она как морская волна. Может развиться об скалы под названием «настоящий мужчина» и успокоиться. Вообще строптивость у женщины, она в крови. Что ж, первая женщина, и об этом очень многие мужчины говорят, это женщина с ребенком. Многие мужчины говорят по своему опыту, что начинать отношения с женщиной, у которой есть ребенок, это плохая затея. Жениться на разведенной женщине — это все равно, что прыгнуть в извергающий вулкан в надежде согреться. Мужчина не будет в таких отношениях получать то, что он хочет. Женщина часто после развода ищет себе спонсора, и у нее не стоит задачи просто любить. В таких отношениях всегда будет присутствовать третье лицо — это настоящий отец. Мужчины стараются, работают на женщину и ребенка, но остаются на втором плане. Второй тип женщин, которых нужно сторониться, это женщины, которые навязчиво хотят замуж. Она уже все решила за вас. Где, что и как будет. Зай, а мы когда поедем уже за платьем свадебным? Зай, а Заюш? Эта женщина спит и видит, чтобы было колечко, которое будет означать, что в любом случае она поимеет после этого замужества. Поэтому она так сильно этого хочет. Мужчины чувствуют подвох, шестое чувство подсказывает. В тему сказать, я помню, как одна моя знакомая переживала, что свадьба задерживается по каким-то причинам там у мужчины. И вот она себе вообще угла не могла найти. Как же так? Ее планы, а он был очень обеспеченный мужчина. В итоге она все-таки его окольцевала. И она очень переживала, что ее план сорвется. На людях Мегера, а с ним она только ласковые слова, ничего. Она там потом где-то там говорила, вымещала свое недовольство по поводу их совместной жизни, но при нем она сама так и говорила: я такое никогда не скажу своему зайчике. Это очень лицемерные девушки и женщины. Они такие в жизни со всеми. Ну, потому что невозможно постоянно играть. Стоп-сигнал в женщинах — это женщины, гулящие тусовщицы, которые любят в соцсетях показывать, какие они красивые. И даже когда у них есть уже мужчина, они все равно это делают. Все прекрасно понимают, с чем
часто сейчас ассоциируется такого расклада женщины. Молодой человек пожаловался на то, что его супруга стала часто посещать клубы. Где-то полгода назад у нас еще в семейной жизни был рай. Все изменилось, когда женщина решила догулять свое. Дал слабину мужчину, думая, что моя-то умничка, она ничего страшного там не сделает. Она будет постоянно попрекать тем, что на нее в сетях очень много смотрят мужчин и хочет ее. Нормальной женщине не нужно объяснять, что на первом месте у нее должен быть муж, его интересы и их общая семья. Эта женщина не понимает базовых вещей. И нормальная все-таки не будет выкладывать свои оголенные ягодицы, показать всем на свете, насколько у нее там все упруго. Эту планету не остановить. Мужчины намучаются с такими. Еще один типаж — это мужененавистницы. Она с вами общается, потому что вы такой чудесный. Но остальных мужчин она просто ненавидит. Они что-то ей сделали такое, или наоборот ничего ей не сделали и не обращали на нее внимания. И поэтому она так их презирает. Они все, ну вы поняли. А сюда еще потом подключится, что еще очень много людей плохих, и выяснится, что она самое светлое пятнышко на этой земле. Если женщина с самого начала не уважает мужчин, с такой будет построить отношения и семью очень-очень проблематично. Ищите тех, кто относится к мужчинам хорошо. Еще один тип — это женщины-истерички, которая постоянно делает из мухи слона. Она не умеет себя контролировать. Она заводится с полоборота. Она закатит такую истерику, что будут слышать все соседи. На людях милашка, дома истеричка. Сюда же надо отправить женщин-хамелеонов, которые очень быстро изменяются. Каждый час может меняться. Сегодня новая роль. Она такая потрясающая актриса. Еще один типаж. Она такая легкая с самого начала. С ней классно тусить кратковременно. Это такая не святая простота. Ее затащить в близость, ой, как просто. А потом она скажет, ну так получилось. Девушки такие чрезвычайно приятные, с ними очень классно проводить кратковременные досуг. Но при длительном взаимодействии будет очень напрягать ее ветреный характер. И легко мужчине любому договориться, она не будет думать о последствиях, живет одним днем, как бабочка. Следующий типаж — это женщина-обманщица. Она на каждом шагу врет, что ей один подарил колечко с бриллиантиком. Какой-то олигарх, она уже забыла кто. Здесь она позвонила подружке Тане, хотя на самом деле Володя на проводе. Она постоянно сочиняет мифы и разные баллады. Ты вообще никогда не поймешь, когда она тебе говорит правду, потому что она сама себе ее не говорит. Она настолько запуталась в этой лжи, что доверять такой женщине ты не сможешь никогда. Еще один опасный типаж — это женщина-проблема. Постоянно что-то ломается. Она может резко заплакать. Она будет всегда показывать, какая она слабенькая. А у мужчин, женщины знают, есть такое желание помогать слабым. Она постоянно будет тебя использовать. А когда ты вдруг решишь отказать ей, тогда она всем расскажет, какой ты оказался подлец. Даже самые крепкие рыцари устают быть няньками, сантехником, сиделкой, оплачивать все. Стоп. Отдачи от нее ты не получишь, потому что она очень зациклена на том, что чувствует она. А еще опасный тип женщин — холодные ледышки. С такими эмоциональную связь очень сложно создать. Ее обидели с детства или ее недолюбили. У нее очень много внутренних психологических проблем. И это все будешь решать ты. Пробиться через эту льдину не удастся. Что ж, я собрала типажи женщин, к которым нужно очень-очень пристально относиться.
Очень хотела бы пообщаться с вами в комментариях, что вы думаете, с кем вы встречались, встречались ли вы с кем-то из того, что я сегодня перечислила. Давайте пообщаемся. Всем спасибо большое за внимание. Будьте осторожны, сейчас такое время. И всем добра и любви. До новых встреч. Пока.